Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в нашем обществе принято считать, что после 60 лет интимная жизнь должна уйти на покой? Что, если я скажу вам, что организм мужчины способен на гораздо большее, чем мы привыкли думать, а возраст– это не приговор, а лишь повод сменить настройки? Почему у одних мужчин мотор работает исправно до глубокой старости, а другие опускают руки уже в 50? Знаете ли вы, что состояние мужского здоровья напрямую сигнализирует о том, как чувствует себя ваше сердце и сосуды в целом? Сегодня мы разберем малоизвестные, но критически важные медицинские нюансы, которые помогут вам вернуть уверенность в себе. В конце видео я поделюсь секретом, одним простым правилом 30 минут, которое может изменить все буквально за месяц. Большинство людей даже не догадываются, что ключ к решению проблемы часто лежит не в дорогих таблетках, а в понимании физиологии. Досмотрите это видео до конца, ведь эта информация способна не только улучшить качество вашей жизни, но и продлить ее. Приветствую, друзья! С вами снова доктор Ирина Иванова. Сегодня мы поговорим о том, как улучшить эрекцию и стоит ли на это рассчитывать в возрасте 60+. Я подробно объясню, почему это важно именно в вашем возрасте, на что стоит обратить внимание и что вы можете сделать уже сегодня. И прежде чем мы начнем, подпишитесь, пожалуйста, на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить больше полезного. Смена парадигмы– это не закат, а новый этап. Ко мне часто приходят пациенты, которые буквально извиняются за то, что в 65 лет их все еще волнует вопрос потенции. Дорогие мои, давайте сразу договоримся. Желание быть здоровым и активным– это нормально в любом возрасте. Научные исследования подтверждают, что регулярная интимная жизнь в зрелом возрасте снижает риск депрессии и даже деменции. Сексуальная функция– это такой же показатель здоровья, как артериальное давление. Если есть проблема, ее нужно решать, а не прятать в шкаф. Поверьте, ваш организм обладает колоссальным ресурсом восстановления, нужно лишь дать ему правильный импульс. И вот здесь начинается самое интересное. Сосуды– главная магистраль успеха. Большинство людей совершают одну и ту же ошибку, думая, что проблема только в одном месте. На самом деле эрекция– это прежде всего гидравлика. Чтобы система работала, кровь должна беспрепятственно поступать к органам. А теперь представьте, диаметр сосудов в мужской половой сфере гораздо меньше, чем в сердце. Часто проблемы в постели– это первый звоночек от сосудистой системы за 3-5 лет до того, как начнет барахлить сердце. Улучшая кровообращение в малом тазу, мы фактически занимаемся профилактикой инсультов. Но это еще не все. Тестостерон– король гормонов, но не единственный актер. Существует миф, что после 60 тестостерон падает в ноль. Это не совсем так. Да, уровень гормона снижается, но для поддержания функции его часто бывает достаточно. Проблема в том, что современный образ жизни связывает этот гормон, делая его неактивным. Ко мне обратился пациент, который пытался решить вопрос одними лишь добавками, но не видел результата. Мы просто скорректировали его режим сна, и уровень свободного тестостерона вырос на 20% без химии. Почему сон так важен? Именно в фазе глубокого сна под утро происходит перезагрузка мужской системы. Питание, которое кормит кровоток. Не буду советовать вам диеты, которые невозможно соблюдать. Давайте честно, в 60+ хочется есть вкусно. Но есть продукты, которые буквально цементируют сосуды, а есть те, что помогают вырабатывать оксид азота. Это вещество расширяет сосуды. Добавьте в рацион больше листовой зелени, свеклы и грецких орехов. Статистика показывает, что средиземноморский тип питания снижает риск эректильной дисфункции на 40%. Это не магия, это чистая биохимия. И вот тут мы подходим к важному моменту, о котором часто забывают. Вредные привычки– скрытые враги. Я не буду читать нотации, но как врач обязана сказать. Никотин вызывает спазм мелких сосудов мгновенно. Если сосуд спазмирован, никакая мотивация не поможет. Мои пациенты, которые бросали курить даже в 70 лет, отмечали значительное улучшение общего тонуса уже через 3 месяца. Алкоголь же в малых дозах может расслабить психику, но в больших блокирует передачу нервных импульсов. Мы ищем баланс, а не запреты. Важно понимать, что каждый шаг в сторону здоровья дает результат. Пункт 6. Психологический зажим и синдром ожидания неудачи. Знаете, какая самая частая причина неудач в этом возрасте? Страх.
Один осечка, и мужчина начинает ждать повторения. Этот стресс запускает выброс адреналина, который мгновенно сужает сосуды. Получается замкнутый круг. Я всегда говорю своим пациентам: вы не роботы. В 60+ психологический комфорт и доверие с партнером значат больше, чем в 20. Умение расслабиться – это половина успеха. Но есть и физический аспект, который нельзя игнорировать. Лекарство от давления – палка о двух концах. Многие из вас принимают препараты от гипертонии. Это необходимо. Но некоторые старые группы препаратов, например, определенные бета-блокаторы, могут снижать потенцию. И вот здесь многие совершают ошибку. Просто бросают пить таблетки. Это опасно. Современная медицина предлагает альтернативы, которые, наоборот, защищают сосуды и не мешают личной жизни. Если вы заметили связь, просто обсудите с врачом замену препарата. Это решается очень просто. Движение – это жизнь и либидо. Сидячий образ жизни – главный враг мужского долголетия. Застой крови в малом тазу приводит к воспалениям и снижению функции. Не нужно бежать марафон. Обычная ходьба в среднем темпе творит чудеса. Исследования подтверждают, что 30 минут активной прогулки в день улучшают состояние сосудов лучше многих процедур. Мой пациент в 68 лет начал просто ходить до парка и обратно. Через 2 месяца он пришел ко мне с сияющими глазами. Витамины и микроэлементы – точечная поддержка. Часто нехватка цинка, селена и витамина D становится той песчинкой, которая тормозит весь механизм. В нашем климате дефицит витамина D наблюдается у 80% людей старше 60 лет, а ведь он напрямую участвует в синтезе тестостерона. Прежде чем покупать дорогие стимуляторы, проверьте базовые показатели. Иногда простая коррекция дефицитов возвращает энергию, которую вы не чувствовали годами. Современные методы, когда нужна помощь. Если натуральные методы работают медленно, не бойтесь обращаться к достижениям доказательной медицины. Существуют препараты, ингибиторы ФДЭ5, которые при правильном подборе и отсутствии противопоказаний от кардиолога абсолютно безопасны. Они не лечат сами по себе, но помогают вернуть уверенность и запустить естественные процессы. Но помните, любые препараты только после консультации. Мы строим здание здоровья с фундамента, а не с крыши. Подводя итог, хочу сказать, 60 лет – это прекрасный возраст, когда у вас уже есть мудрость и еще есть силы. Улучшение потенции – это не только про интим, это про ваше общее здоровье, долголетие и бодрость духа. Как мы увидели, изменения возможны и реальны, если подойти к вопросу комплексно, следить за сосудами, двигаться и не бояться обсуждать проблемы с врачом. Помните о правиле 30 минут прогулки, о котором я упоминала? Начните с этого завтрашний день. А вы сталкивались с тем, что врачи списывают ваши жалобы просто на возраст? Что помогло именно вам оставаться в форме? Поделитесь своими историями в комментариях, ваш опыт может быть бесценен для других. Если это видео было вам полезно, поставьте лайк и отправьте его другу. Давайте вместе менять стереотипы о зрелом возрасте. До новых встреч!